Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я вас рад видеть у себя в гостях. Взломы телеканалов бывают разными. Криповыми, смешными и, конечно же, реальными. Да, сегодня в этом видео я хочу вам рассказать о 3 самых известных вторжениях в эфир за всю историю мирового телевидения. Но перед тем, как мы начнем, подпишитесь, поставьте лайк, нажмите на колокольчик, расскажите о моем канале своим друзьям и положительно прокомментируйте. Устраивайтесь поудобнее, наливайте чай с эмочиком и погнали! Будет очень интересно! Начнем мы, пожалуй, с самого первого крупного вторжения в эфир. Произошло оно в Великобритании 26 ноября 1977 года. Более известно оно как взлом южного телевидения. Хакер прервал передачу на 6 минут и заявил, что является представителем Межгалактической ассоциации. Сообщения об инциденте различаются. Некоторые называют хакера Верионом или Глионом, другие же Астероном. Голос, который был замаскирован и сопровождался глубоким жужжанием, ворвался в трансляцию местной станции ITV Southern Television, перекрывая UHF аудиосигнал ранних вечерних новостей, чтобы предупредить зрителей, что все ваши орудия зла должны быть уничтожены, у вас мало времени, чтобы научиться жить в мире. Прерывание прекратилось вскоре после того, как заявление было доставлено. Передачи вернулись к нормальному состоянию незадолго до окончания мультфильма Looney Tunes. Позднее вечером южное телевидение принесло извинения за то, что до некоторых зрителей было названо порывом в звуке. ITN также сообщил об этом инциденте в своем собственном вечернем субботнем бюллетене. Передача принимала только звук, оставляя видеосигнал без изменений, за исключением некоторых искажений изображения. Этот инцидент вызвал местную тревогу и привлек внимание общественности в воскресных газетах следующего дня, когда МБА объявил, что трансляция была шуткой. МБА подтвердила, что впервые была сделана такая ложная передача. Репортажи об этом событии распространялись по всему миру. Трансляция стала сноской в уфологии, поскольку некоторые решили принять предполагаемую инопланетную трансляцию по нормальной стоимости, ставя под сомнение объяснение перехвата передатчика. В течение 2 дней после сообщения об инциденте в Times в письме в редакцию, опубликованном 30 ноября 1977 года, спрашивалось, как МБА или кто-либо другой мог быть уверен, что трансляция была ложной. Реакция одной из американских местных газет, Ингюни Регистан Гурт, прокомментировала: похоже, никто не считал, что ассоцион может быть настоящим. Уже в 1985 году эта история вошла в городской фолклор, и было вызвано предположение, что у трансляции не было никакого объяснения. Эпизод 1999 года детского телесериала «Это загадка» показал событие, созданное одним из преемников Southern Median Television. Функция воспроизводила инцидент с ложными новостями и зрителями, которые наблюдали за происходящим дома. Расшифровка. Зимний выпуск журнала Fortean Times, выпуск номер 24 за 1977 год, содержал запись того, что они называли коротким сообщением, которое транслировалось. Это голос Атирона. Я являюсь уполномоченным представителем межгалактической миссии, и у меня есть послание до планеты Земля. Мы начинаем вступать в период Водолея, и есть много вещей, которые должны быть сделаны земными людьми. Все ваши орудия зла должны быть уничтожены. У вас есть мало времени, чтобы научиться жить вместе в мире. Вы должны жить в мире или покинуть галактику. Далее в статье Fortean Times критиковали сообщения об инциденте, появляющиеся в газетах. Выступая по британскому коммерческому радио 6 декабря 1977 года, сэр Джонсон Умитер также подставил под сомнение сообщение газеты об инциденте, ссылаясь на запись всей трансляции, которая, казалось, существовала в то время. Содержание сообщения гласит: это голос Вриллана, представителя галактического командования Аштара, который говорит с вами. В течение многих лет вы видели нас как огни в небе. Мы говорим с вами сейчас в мире и мудрости, как мы поступили с вашими братьями и сестрами во всем этом, на вашей планете Земля. Мы пришли, чтобы предупредить вас о судьбе вашей расы и вашего мира, чтобы вы могли сообщить своим собратьям курс, который вы должны выбрать, чтобы избежать катастрофы, которая угрожает вашему миру и существам в наших мирах вокруг вас. Это для того, чтобы вы могли принять участие в великом пробуждении, когда планета переходит в новую эру Водолея. Новая эра может стать временем великого мира и эволюции для вашей расы, но только если ваши правители узнают о злых силах, которые могут затмить их суждения. Стой сейчас и слушай, твой шанс может больше не прийти. Все ваши оружия зла должны быть уничтожены.
Время конфликта уже прошло, и раса, частью которой вы являетесь, может перейти на более высокие стадии своей эволюции, если вы покажете, что достойны сделать это. У вас мало времени, чтобы научиться жить вместе в мире и доброй воле. Небольшие группы по всей планете учатся этому и существуют, чтобы передать всем вам свет наступающей новой эры. Вы можете принять или отвергнуть их учения, но только те, кто учится жить в мире, перейдут в более высокие сферы духовной эволюции. Услышь теперь голос Вриллана, представителя галактического командования Аштара, говорящего с тобой. Знайте также, что в настоящее время в вашем мире действует множество лжепророков и наставников. Они будут высасывать из вас вашу энергию, которую вы называете деньгами, и направлять ее на злые цели и давать вам бесполезный шлак взамен. Ваше внутреннее божественное «Я» защитит вас от этого. Вы должны научиться быть чувствительными к голосу внутри, который может сказать вам, что такое истина, а что такое путаница, хаос и неправда. Научитесь слушать голос истины, который находится внутри вас, и вы поведете себя на путь эволюции. Это наше послание нашим дорогим друзьям. Мы наблюдали, как вы росли в течение многих лет, когда вы тоже видели наши огни в ваших небесах. Теперь вы знаете, что мы здесь, и что на вашей Земле и вокруг нее больше существ, чем ваши ученые признают. Мы глубоко обеспокоены вами и вашим путем к свету и сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Не бойтесь, стремитесь только познать себя и жить в гармонии с путями вашей планеты Земля. Мы из галактического командования Аштара благодарим вас за ваше внимание. Мы сейчас покидаем планы вашего существования. Пусть вы будете благословлены высшей любовью и истиной космоса. Оригинал записи мне, к сожалению, найти не удалось, но мне удалось найти реконструкцию данного взлома, и прямо сейчас я вам предлагаю ее посмотреть. Rhodesian nationalist leader Bishop Abel Muzorewa has accepted Mr. Smith's offer to negotiate an internal settlement based on one man, one vote. But, he says, there are conditions. These include stopping the execution of all captured prisoners of war, allowing Giro to take part in negotiations, being arrested. In Australia, Mr. Kerry Packer's cricketers are still pleading the yesterday's High Court decision, which lifts the ban on them playing test matches. This is the voice of Umar, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. For many years you have seen us as lights in the skies. We speak to you now, to service them as we have done to your brothers and sisters all over this, your planet Earth. We come to warn you of the destiny of your race and your world, so that you may communicate to your fellow beings the course you must take to avoid the disaster which threatens your world and the beings on other worlds around you. This is in order that you may share in the great awakening as the planet passes into the new age of Aquarius. The new age can be a time of great peace and evolution for your race, but only your rulers are made aware of the evil forces that can overshadow their judgments. Be still now, and listen, for your chance may not come again. All your weapons of evil must be removed. The time for conflict is now past, and the race of which you are a part may proceed to the higher stages of its evolution, if you show yourselves worthy to do this. You have but a short time to learn to live together in peace and goodwill. Small groups all over the planet are learning this, and exist to pass on the light of the dawning new age to you all. You are free to accept the protective teachings of those who learn to live. Many go as wide as this. Then they run out. Spiritual evolution. Hear now the voice of Rilon, representative of the Ashtar Galactic Command, speaking to you. Be aware also that there are many false prophets and guides at present operating on your world.
They will suck your energy from you, the energy you call money, and will put it to evil ends, giving you worthless dross in return. Your divine self will protect you from this. You must learn to be sensitive to the voice within that can tell you what is true and what is learn to listen to the voice of truth which is within you. It's such a Lead yourself. This is our message. really appreciate understand that we can't I insist I believe it's full of only really choice ingredients. I can Cats have 9 lives. have no fear. Keep on to know yourself and discover with the ways of your planet Earth. Receive the Ashtar Galactic Command and attention. Beyond the leading planes of your existence, may you be blessed by the supreme love and truth of intelligence. We understand that viewers in some parts of the region are receiving a breakthrough in sound. We're sorry about this, and we're doing our best to rectify the fault. Переходим к следующему вторжению в эфир. Оно произошло на телеканале HBO 27 апреля 1986 года в 0 часов 32 минуты по североамериканскому времени. Оно более известно как инцидент Капитана Полночь. Американский инженер-электрик и предприниматель Джон Р. Макдуал под псевдонимом Капитан Полночь вторгся в спутниковый сигнал HBO во время показа фильма «Агенты Сокол и Снеговик» и вывел на экран протестное сообщение. 26 апреля 1986 года Макдуал работал в своем магазине в обычном режиме и закрылся в 4 часа по североамериканскому времени. Поужинав, он отправился на наземную станцию Центральной Флориды вместе с еще одним дежурным инженером. Второй инженер ушел в 6 часов вечера, оставив Макдуала одного в здании. Макдуал курировал передачу фильма «Большое приключение Пи-Ви» на платном телеканале POP. После того, как фильм закончился, он продолжил свою обычную работу. Перед уходом из центра Макдуал настроил таблицу с цветными полосками и использовал генератор символов Qtana Corporation Miguian MG100 для печати букв. Он потратил пару минут на составление своего сообщения. Макдуал начал свое послание с вежливого приветствия, поскольку не хотел показаться грубым. Он выбрал псевдоним Капитан Полночь из фильма, который он недавно видел в эфире с персонажем с таким именем. Макдуал вернул 9,1-метровую передающую антенну на местоположение Galaxy 1, спутника, на котором транслировался HBO. Определение координат спутника не предоставляло большую трудность для него, поскольку частоты широко публиковались в руководствах и журналах для энтузиастов. В знак протеста против введения высоких сборов и оборудования для шифрования, Макдуал передал сигнал на спутник, который на 4,5 минут перекрыл телепередачу канала HBO фильма 1985 года «Агенты Сокол и Снеговик», который начался 2 минутами ранее.
Текстовое сообщение состояло из 5 строк, напечатанное белыми заглавными буквами, появилось на экранах подписчиков HBO в восточной половине США, на долю в которых в то время приходилось более половины из 14,6 миллионов подписчиков HBO. Сообщение было таким: «Доброго вечера, HBO, от капитана Полночь. $12.95 в месяц? Ни за что! Showtime Movie Channel, берегись!» Это отсылка, скорее всего, на какой-то инцидент, который мог бы произойти. В круге с Network System, компании, которая владела спутником, попыталась увеличить мощность передатчика, на что Макдуал ответил тем же. Затем он испугался поломки спутника из-за увеличенной мощности, вышел из эфира и отправился домой. И прямо сейчас я, конечно же, вам хочу показать оригинальную запись данного инцидента. А теперь перейдем к последнему вторжению в эфир. Оно произошло 22 ноября 1987 года в Чикаго. Оно известно под названием «Инцидент Макса Хедрума». Это самое известное вторжение в эфир за всю историю телевидения. Стало прообразом до создания известного крипи-ролика «Вайоминский инцидент», который на своем канале я уже обозревал. Это первый выпуск рубрики расследования крипипаст. Первой жертвой хакеров стал канал WGN, показывающий спортивные новости 21 час 14 минут по местному времени. На 15 секунд трансляция новостей заменилась черным полем, а затем в кадре появился человек в маске, известного на то время персонажа Макса Хедрума, который просто дергался в разные стороны. Человек стоял перед вращающимся листом гофрированного металла и мутирующим геометрический фон, который показывался в фильмах и сериалах с участием оригинального персонажа. Звуковое сопровождение состояло лишь из жужжаний и скрипов. Через 30 секунд сотрудники смогли перенастроить частоту передатчика, и трансляция новостного выпуска возобновилась. Произошедшее стало неожиданностью не только для зрителей, но и для самого ведущего новостей,
который с удивлением произнес: «Ну, наверное, если вам интересно, что это было, мне тоже». Почти через 2 часа, 23 часа 15 минут по местному времени, тем же хакером был перехвачен сигнал чикагского телеканала WTTW, где в эфир было вставлено видео с тем же персонажем и декорациями. В начале монолога Хедрум негативно отзывается о спортивном комментаторе, работавшем в то время на WGN, называя его чудаковым кретином и либералом, после чего смеется и бормочет. Далее злоумышленник бросает в камеру банку Пепси, произнося рекламный слог напитка «Лови волну», и прижимается к камере, показывая средний палец с игрушкой на нем. Уронив еще одну банку колы под строчку из песни Лу Прайда «Your Love of Ending» и сняв с игрушку с пальца, герой видео напевает саундтрек из мультфильма «Чучи Карго», перерывая напев фразы «Я все еще вижу X», звучащей в последней серии данного сериала. Затем Макс Хедрум начинает болезненно стонать, выкрикивая что-то о своем геморрое, после чего заявляет, что создал огромный шедевр для всех умников из величайшей газеты мира. Следом он надевает перчатку со словами «Мой брат носит другую», но затем добавляет «Но она грязная, похоже, что ты оставил пятна крови на ней», и снимает ее. Затем изображение перемещается к нижней части торса Хедрума. Он держит только снятую маску, показывая ее на камеру, при этом лицо злоумышленника не видно. В ротовом отверстии на маске находится резиновый удлинитель, похожий на язык. Герой ролика кричит: «Они пришли, чтобы заполучить меня», после чего в кадре появляется женщина-соучастник в костюме горничной, командуя «Нагнись!» и начинает пороть его мухобойкой по мягкому месту. При этом Хедрум громко кричит. Далее изображение пропадает, следом и звук. Спустя несколько секунд трансляция сериала возобновилась. Инцидент вызвал довольно большую шумиху и на некоторое время стал одной из самых обсуждаемых тем. Телеканал WTTW получил большое количество телефонных звонков от зрителей, которые были удивлены тем, что происходило на экране во время перехвата эфира. Стало ясно, что нужны более серьезные меры по защите телевизионного сигнала от посягательств нарушителей. На WTTW пришли к выводу, что таможенные инженеры были не способны помешать злоумышленникам. Хотя на небоскреме, на North Michan Avenue 875 Чикаго, где были расположены передатчики телеканала, ни одного инженера не было. По словам представителя телеканала, персонал, следивший за трансляцией из штаб-квартиры WTTW, пытался принять необходимые меры, но не смог. Инженер Федеральной комиссии сообщил, что за это преступление предусмотрен 1 год лишения свободы или штраф в размере $100 000. Однако до настоящего времени хакер так и не был найден. Скорее всего, он являлся работником той или иной телефирмы, так как до взлома нужно было дорогостоящее оборудование. Ну что ж, а теперь я вам покажу сразу 2 оригинальные записи данного инцидента. Then they scored again at the Lions 31. Wayne Larrabee called it like this on WGN Radio. 2-yard line, and McMahon back to throw. Dumps it over the middle, wide open McKinnon. Cutting left to the 20, to the 15, to the 10, to the 5. Touchdown! McMahon and McKinnon, 14-0 Bears. Then the defense, which hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. Well, if you're wondering what's happened, so am I. Actually, the computer that we have running our news from time to time took off and went wild. So what we're going to do is start over from the top with the Bears and tell you once again about the 30-10 victory they had over Detroit today out at Soldier Field. We'll show you from the top and show you again the change that they made today on defense with Maurice Douglas as the nickel back. He made a great play, one of his first chances, and scores 2-1. So the Hawks need a comeback tonight out at the stadium. Okay, Dan. Very good. A lot of good sports action today, huh? Twice, some of it. Yeah, that's right. Boom. You liked it so much that you really planned that, didn't you? Sure I did. Okay, Dan. Get you a hot drink, miss. Some dry clothes. These are freaking nerds. Chicks worse than Jesus.
still see the X. Oh, my files. Oh, I just made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. My brother is wearing the other one. But it's dirty. What you got footprints on it? На этом видео подходит к своему логическому завершению. На этой чудесной и классной ноте каждому из вас говорю огромное спасибо за просмотр данного видео. Слушайтесь маму, мойте руки с мылом и будьте самыми клевыми, а значит оставайтесь сами собой. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, рассказывайте о моем канале своим друзьям, делитесь эти видео в других социальных сетях. Не забудьте также подписаться на меня в других социальных сетях или поддержать меня копеечкой на Donation Ads. Все ссылочки будут в описании под этим видео. На этом я заканчиваю. Всем пока, хорошего настроения и море позитива на весь день. Спасибо за внимание.